Всем привет! Мы сейчас с Владом в аэропорту, пока что еще в Одессе. У нас прямой рейс до Будапешта. Мы там были в 2018 году, сейчас летим туда снова. У меня завтра день рождения, именно поэтому мы летим в Будапешт, а не в какую-либо другую страну, потому что Будапешт мне понравился больше всего. Ну, в Прагу мы сейчас не можем лететь, мы там тоже были, но вот именно Будапешт мне запомнился, понравился. И те, кто сейчас смотрит мое видео, я вам тоже советую туда полететь однозначно, потому что многие недооценивают этот город. В плане путешествий я имела в виду, что многие думают, всего лишь Будапешт, Венгрия, хотя сейчас там все очень культурно, там очень красиво, там все реставрируют, чисто, ухоженно и плюс бюджетно. Там цены наравне с Украиной. Мы когда были там в 2018 году, цены там были практически такие же самые, бывало даже иногда ниже. Мы вот Duty Free, мы здесь купили воду за 66 гривен, маленькую полулитровую бутылочку. И, кстати, в Будапешт полететь намного проще, потому что там нужен либо ПЦР-тест, либо тест о вакцинации. И все, если вы летите самолетом, а если вы едете наземным путем, автобусом, поездом, на машине самостоятельно, вообще ничего сдавать не нужно. Итак, мы уже идем по такой змейке, идем проходить таможенный контроль. Людей, конечно, очень много. И это вот идти, конечно, это раздражает. Это вот по кругу. Знаете, как в детстве, вспомнишь? На 8 гимназии точно такие же. Вышли мы очень быстро. Мы хотели проверить, можно ли купить билет, оплатив телефоном. Да, вон там слева, как вы выходите с аэропорта, вот стоят такие как автоматы. И там есть разные языки, русский тоже есть. Там вы можете оплатить карты и билетики. Мы купили недельный и от аэропорта. В общем, сейчас мы уже едем в автобусе. Здесь очень удобно, то что есть табло, обозначается каждая остановка, нам до конечной. В общем, в целом я тут на автобусе 100 полчаса. Там еще есть автобус 200 но нам подходит именно 100 потому что мы едем в отель Бобио. Автобус полный, ехать полчаса. Один из главных музеев Будапешта посвящен истории и искусству Венгрии. Музей был основан в 1802 году на основе коллекции монет, книг и рукописей графа Ференца Сечени. Вот он наш автобус. Остановка Астория М. Сейчас мы будем пересаживаться на метро. Как раз очень удобно, что здесь остановка, и сразу же мы здесь спускаемся в метро. Мы спускаемся в самый низ, потому что ветка М2 нам нужна, и она будет ехать под Дунаем, поэтому она самая глубокая, скажем так. Контролеры здесь, видите, не стоят, но в любой момент вас могут проверить в самом вагоне. В любой момент на любой остановке могут зайти контролеры и попросить вас, чтобы вы показали билет. Понятно, видите? Вот нам налево, потому что нам на эту остановку. А вот и контролеры. Но они ничего не... Или не контролеры? Не контролеры, да. Нам налево. Господи, я испугалась. У меня жесткая ностальгия. Боже мой, я пересматривала эти свои видео. Я там еще снимала на iPhone 5. Обалдеть. Тут, видите, есть уже обозначение, на какой остановке выходить, в какую сторону она едет. Ага, Астория налево. Значит, будет приезжать с правой стороны. А смотри, сейчас на Астории наша следующая. Супер. Это та самая остановка, на которой мы постоянно шли, чтобы куда-то уехать. Так, мы, наверное, не в ту сторону выходим или что? Что-то как-то... Владик, а где мы вообще? Я запуталась. А ты уверен, что мы там вышли, Владик? Мне кажется, мы не там вышли. Ладно, мы не там вышли. У нас уже началось приключение, мы вышли на той остановке, мы просто всегда выходили на этой остановке, чтобы побывать в центре. Но нам нужно еще дальше проехать. Я сюда, да, хотела, я помню, что у меня это была остановка в планах, но уже после того, как мы заедем в отель, поэтому я так сбилась, нам еще дальше нужно ехать. Я думаю, ой, класс, одна остановка всего лишь. Нет, нам нужно несколько остановок еще проехать. Это вот там снова налево сейчас идти, да, Влад? Снова мы здесь. Но, кстати, на этой остановке уже контролеры проверяли, но проверяли не сразу. Проверяли уже, когда вы с одного эскалатора спустились и уже подходили ко второму. В
Короче, мы сейчас на ДЭАК, а нам нужно предпоследняя. Shell Commander. Ну вот, теперь это же точно наша остановка. Ну, в принципе, я знаю, конечно, чуть упала. Они всегда похожи, но здесь, видите, выше. Опа, и нам направо. Мы выходим направо, и вон там дальше есть наша остановочка, видите, там автобусики. Ладно, нам сюда. Идем что, деньги поменяем, да? Вот, на этом трамвае мы тоже катались. Вон там автобус наш. У меня просто ступор. Я в шоке. Просто, я не знаю, у меня такое ощущение, эмоции непередаваемые. Такое ощущение, как будто я отсюда никуда не уезжала. Как будто я все время и была здесь. Что это? Я в шоке. На этом, кстати, трамвай, он очень длинный, очень-очень-очень. Я вам еще его покажу дальше. Мы на нем всегда ездили через остров Маргет Хит. Туда тоже можно очень удобно добираться. Это 155-й поехал? Нет, не 155-й. И мы там в магазин ездили. Ребята. Что ты говоришь? А если его убрали? О, автобус 155. Но автобус остался, надеюсь, и обменник остался. Потому что... 155? Да. А мы просто не хотели менять в аэропорту, там все дороже. Мы просто телефоном все оплачивали. И вот сейчас идем в обменник, здесь он работает. Здесь, кстати, и Макдональдс, и Бургер Кинг есть. Подожди, где Макдональдс? Да, был. Был, да? Есть и Бургер Кинг, и KFC на одной остановке, и Макдональдс. Я надеюсь, Макдональдс здесь еще есть. Можно будет с собой пиццу там подвинуть. Здесь купить. Пицца, ее здесь, по-моему, не было. Здесь что-то рыбное было, Не, по-моему. мы просто не обращали внимания. Не, здесь было рыбное, по-моему, что-то. Вот где-то там обменник, какая-то такая будочка. Такой вход, еле заметно. Мы сейчас подойдем, я вам покажу. В общем, мы сейчас пришли к банкомату, снимаем деньги через банкомат. Здесь новый OTP, потому что OTP работает круглосуточный банкомат, а вот обменник, оказывается, нет. Мы сняли 50 тысяч форинтов. Это по-нашему где-то 5 тысяч гривен. Отель стоит 4 800 где-то. 50. Все, отлично. Сейчас я положу это все. В общем, это здесь на углу. Я думаю, вы не ошибетесь, если вы будете здесь. И здесь, кстати, как у нас, тоже картой проводите, и дверь открывается. OTP банк. А вон там дальше, кстати, вон там Бургер Кинг, по-моему, да? Нет, KFC. И вот чуть мы дальше идем на остановку 155. Заодно, кстати, сфоткаем расписание, потому что они всегда ходят реально по расписанию. Как круто, что здесь еще и показывается, через сколько прибудет автобус. Наш 155 будет через 3 минуты. Здесь в горах или в горах? В горах, да, лежит снег. Пару дней назад он выпал. Я хотела бы попробовать взять в воду и кинуть, но он твердый. Он твердый, он как лед. Обалдеть. Тебе помочь? Класс. Мы сейчас идем туда, наш отель там вверху. Ну, вообще не страшно, здесь так классно. Смотри, там елку украсили. Мы, кстати, когда ехали в автобус, на этой же остановке вышел парень, который сел с нами тоже на конечной. Он взял себе ель уже и шел к себе домой. Слушай, здесь так сейчас уютно. Я вообще не жалею, что сейчас зимой мы сюда приехали. Я боялась, что ой, холодно. А здесь снег лежит. Класс! Я обожаю снег. И, в принципе, да, здесь сейчас холоднее, чем у нас, особенно сейчас в горах. Но посмотрим, как будет завтра. Осадков не обещают все эти дни. Вот мы и дошли. Ой, смотри, там что, камин работает. Боже, Владик, как красиво вдалеке, Влад. Ой, здесь пойдешь, да? Класс. Мы были в прошлый раз здесь, на первом этаже. Потом буду пересматривать и смотреть, что изменилось с этим домом. Так приятно смотреть. Вот остановка. На этой остановке так и не появилась скамейка. Ой, смотри, ты обращал внимание, что можно вниз спускаться? Я нет. Да. Здесь круговое движение, очень удобно. Очень классный дом. Мы каждый раз, когда мимо проходили, так думали, вау, класс, какой дом. Реально обалденный дом. В таком, конечно, было бы круто жить. И вот. Не изменилось расписание. 3 года назад было то же самое расписание. Где?
Ну, конечно, они его обновили немножко, но сейчас, по-моему, последний здесь 26 минут отходит именно от этой остановки. А сюда можно в 51 минуту вернуться уже, сесть в центре. Мне было очень интересно, что же здесь находится, где-то лесенка. А здесь, наверное, просто кто-то там далеко живет. Вон, видите, даже на машине заезжает. Да, это просто чей-то въезд, и здесь так обходят. И этот дом тоже очень классный. Может быть, завтра я его покажу. Он с такими крышами треугольными. Напоминает мне Гензель и Гретель. Трамвай, я же вам взяла, посмотрите, как он длинный. Kötelezi a szájat és az orrot maszkkal elfedni. Он Így реально segít длинный, a у нас таких fertőzés подъездов elleni вообще никогда védekezésben. же. Если, наверное, 300 вместе, как-то хотя у нас будет такой длинный. Класс, здесь так все украшено, обалдеть. Мы в центре трамвая сейчас едем в магазин купить себе продукты на вечер и на утро. Вот и парламент Будапешта. Трамвай в другую сторону. Нам бы такие в Одессу трамваи, пробок тогда было бы меньше. Люди бы всем трамвае ездили. Я как будто отсюда вообще не уезжала. И сейчас мы пойдем в магазин. И в этом Макдональдсе мы кушали на втором этаже. Кстати, чизкейка в Макдональдс не было. Мы сейчас зашли в Макдональдс на нашей остановке. И я расстроилась. Я хотела чизкейк покушать. Мы, как всегда, зашли в этот магазин, в этом переулке, потому что в прошлые разы мы всегда тоже в него заходили. Сходили на 4500 форинтов, потом покажу, что купили. Мы здесь завтракали как-то. Я планирую тоже здесь позавтракать как-то. И сейчас мы будем идти на трамвай. Пройдемся сзади парламента, вдоль Дуная и поедем на Фэшн-стрит. Там сейчас происходит все самое интересное. Там вот так украшено, как видите, эти деревья. Тоже украшено красиво. Вот такая классная. Вот такая улица в центре. Знаете, вроде такая обычная, но вроде нет, красиво, все ухожено. Идем направо. Вот, трамвай. Ой, а какой нам трамвай? Наверное, без разницы какой, да? Они же здесь все равно одинаковые ходят. А, идем. Успели. Сядем. Где? Вот здесь, да? Вот такие трамваи, почти как у нас в Одессе. Снаружи, но внутри они более современные. Контролеров нету обычно. Вы ходите сами, заходите, нажимаете кнопку, выходите, тоже нажимаете кнопку. И очень круто, видите, что здесь с двух сторон двери, слева и справа. То есть получается, здесь весь общественный транспорт, открывается двери налево и направо. То есть никто не знает, где будет 100% выход. Самое красивое здание в Будапеште – это парламент. Его строительству предшествовало объединение городов Буда, Пешт и Обуда в 1873 году, расположенных на берегу Дуная. Его строительство велось с 1885 по 1904 годы. Здание парламента самое большое в Венгрии, в нем 691 помещение, 29 лестниц и 10 двориков. Со всех сторон он прекрасен, особенно ночью, когда загораются все огни. Во флигелях, расположенных по обе стороны от купола, находится зала заседаний парламента. Ранее парламент в Венгрии был двухпалатным. В настоящее время второй зал заседаний используется для проведения конференций. Для оформления интерьеров использовались дорогие благородные материалы. Многие поверхности отделаны золотом, бархатом, ценными породами дерева. Стены, окна и потолки украшены фресками, мозаиками, панно, витражами и изящными светильниками. С 1 января 2000 года в здании хранится корона святого Стефана вместе со скипетром, державой и мечом. Пройти в здание парламента можно только в составе организованной экскурсии, но перед посещением необходимо убедиться, что в этот день разрешено его посещение. Вход закрыт в праздничные дни, а также во время пленарных заседаний и других официальных приемов. Все посетители перед входом проходят процедуру досмотра. Парламент часто сравнивают с Вестминстерским дворцом в Лондоне. Фасад парламента украшает 90 скульптур, изображающих великих исторических деятелей Венгрии, а
Протяженность красного ковра внутри помещения составляет почти 3 километра. С 1 апреля по 31 сентября его можно посещать с 8 утра до 6 вечера, а с 1 октября по 31 марта с 8 утра до 4 часов дня. Стоимость билетов в здании венгерского парламента в 2021 году для взрослых, не граждан Евросоюза 6700 форинтов. В долларах это приблизительно 20. Для студентов, не граждан ЕС от 6 до 24 лет 3500 форинтов. В долларах приблизительно 11. Для детей до 6 лет бесплатно. Для граждан Венгрии и ЕС 3500 форинтов, 11 долларов. Для студентов Венгрии и ЕС 1900 форинтов, это 6 долларов. Опускается туман. Прекрасная погода. Мы приехали сюда, потом пойдем на Fashion Street, будем там гулять. Хотя я думала, что мы здесь завершим свою поездку и потом будем ехать в отель. Итак, мы уже вышли на эту улицу, это уже самый конец. Здесь, кстати, ярмарка. И сейчас мы попытаемся пройти на ярмарку. Оно раз в полчаса. На стене ты не видишь? Что значит close? Это close. Он просто говорит с акцентом. Мы сейчас хотели зайти на ярмарку, уже подготовили справки. И сейчас нам сказали clues. Мы думали, что за clues? Он несколько раз повторял clues. Я говорю, what do you mean? А он говорит clues. И я потом посмотрела, что у меня просто работа до 9. Это не clues, это close. Закрыто. Видите, уже все люди расходятся. Да, конечно, немножко прогадала со временем. Но ничего, у нас еще есть время. Всего 2 ярмарки в Будапеште, мы успеем. И сейчас просто пойдем погуляем по фэшн. Ой, там же колесо обозрения, Владик, слева. Будем идти? Нет, Или стоим? постоим. Я как раз сниму все. Вот здесь собирают подарки, приносят, видишь, там на 2-м этаже обувные коробки, и в них собирают подарки для детей из детдома. Просто человек приносит от себя, без разницы, кто это хочет, тот и делает. То есть никого не заставляют, они сами, то, что им уже, например, дома не нужно, или даже пойдут в магазин, купят какую-то одежду, сладости, и сюда просто приносят, и потом это раздают все. Вот, и здесь остановка автобуса 100Е, который идет в аэропорт. Конечная. И это все, что мы взяли в магазине. Филадельфию, тук с беконом. 7-10 я хотела еще на улице съесть и выпить. Выпила только 2 актимельки в итоге. Взяли такой сыр, мяско. Вот так оно выглядит. На хлебушек утром вместе с Филадельфией. Вот такие вот я обожаю. Мы последний раз кушали их в Праге. Они обалденно, нереально вкусные и нежные. Водичку мы такую в прошлый раз брали, нормальная. И вот насколько все вышло. Это меньше, чем 457 гривен. Может 400, может 380. А пакет, он как силиконовый, прозрачный. Не знаю из чего, но, по-моему, раньше были другие. Наверное, какой-то биоразлагающийся, такой приятненький. В этом отеле мы уже были. Как и в прошлый раз, нам дали вот такой номерок на магнитике. Этот магнит открывает не только нашу дверь, но внутри мы можем открываться без магнита. Просто так вот ручку дернуть, и все, дверь открылась. Но, видите,
с этой стороны есть такая ручка, здесь вы не повернете ее. То есть здесь обязательно нужно подставить к двери, и оно откроется. Там уже коридор, кстати, в коридор можно включать свет самостоятельно. Если не буду включать, рассмотреть. И он потом через время выключится сам. То есть вы включили себе, прошлись туда-сюда, и все. Он отключился. Здесь все ковры, конечно, я хожу, почему этого делать не надо, но очень удобно. Здесь у нас небольшой шкаф. Вот здесь одеяло еще какие-то или нет? Нет, больше ничего нету. Здесь, кстати, именно с этой стороны шкаф уже у соседей. Я здесь повесила свое пальто, там мы поставили внизу. Здесь еще есть несколько вешалок. В принципе, довольно много места нам не надо. Мы же именно так долго здесь. У нас есть розетка, не знаю зачем. Но вот такой туалет, как и в прошлый раз, точно такой же, мне кажется, чуть меньше. Да, наверное, чуть меньше возле туалета. И вытяжка есть. Но запах, конечно, здесь не очень приятный. Немножко как не свежий, да, запрелый какой-то аромат. Скорее всего, из-за вот этого. Вот этого, да? Угу. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь у нас снова есть стаканы, есть пепельница. Стаканы, кстати, мы тоже положили вот такие и в холодильник. Немножко другие в этот раз. Здесь теплая вода, здесь теплая. Не буду сейчас, наверное, снимать. В общем, здесь есть фен, еще одна розетка. Ну, ничего включать не буду. Я никакие плоги с собой не брала. Мне очень нравится, что здесь есть такие вот лампочки такие классные. И можно здесь краситься просто идеально. И душ. Ну, душ, в принципе, маленький, но нам, думаю, хватит. Здесь можно поставить какое-то мыло. Душевая кабинка. Душевая кабинка, да. И два мыла дали, туалетную бумагу тут меняют, еще добавляют гели для душа, но в принципе все с собой взять, даже ёршик. Есть маленький туалетик, я выключу, потому что сильно шумит вытяжка и особо не помогает. А потом проходим дальше. Но, знаете, что мне здесь не нравится? Здесь работает всего две лампочки, они какие-то тусклые. Давайте я включу побольше света, потому что мне кажется, что здесь вообще ничего не видно. Я не кажется, что в прошлом номере, это у нас номер сейчас 106, я случайно включу, а там был, по-моему, 103. И мне кажется, 103 там было еще и сверху лампа, тебе так не кажется? В общем, здесь у нас такая кровать, как всегда, она у них смежная. Дальше телевизор, мне кажется, здесь еще меньше, чем в прошлом номере был. Нет? Такой же. Потом вот здесь еще есть вешалки, там тоже были точно такие же вешалки. На этих вешалках я весила свои платья, маечки, чтобы они разгладились после чемодана. Посреди комнаты стоит вот такая мусорка, честно, это не очень красиво. Вообще не понимаю, зачем они здесь поставили, но, наверное, ее отсюда уберем, да? Может, какое-то другое место, потому что там некрасиво. Дальше, здесь есть такой холодильник. В прошлый раз у нас холодильник стоял под столом. Мне кажется, даже стол был чуть больше в прошлый раз. Вот такой маленький холодильник. Ну, есть вот такие вот моменты. Это ты уже сама будешь решать, вставлять, не вставлять. Да, я буду вставлять. Холодильник, мне кажется, был в прошлый раз такой же самый, да. Здесь нельзя двигать. Они сами выставляют здесь температуру. Пиво, не обращайте внимания. Влад решил сравнить вкус, какой разливают у нас в Украине, какой здесь. Вот здесь. Это, кстати, выключатель на улице. Сейчас еще вам покажем. Покажи пока ту часть комнаты. Дальше. Здесь снова есть такое большое зеркало, как и в прошлом номере. Оно немножко грязненькое, ничего, в принципе, нас и так хорошо видно. Мне нравятся ночнички. Ну, не знаю, мы этим пользоваться не будем, этими полочками. Вот здесь все протерто, наверное, ставили как-то так вот подушку боком, сидели, я не знаю. Ну, это, конечно, такие детали. Давайте посмотрим на подушки. Чистые, стиранные. А здесь какие-то Ой, смотри. Ревизор. Что это за черные катышки? Сейчас возьму так вот лампу и посвечу, смотрите. Что это? Я не знаю, либо катышки, либо какие-то мошки. Что это такое? Смотри, это что? А ну подними это. Эту подушку. Чей-то волос. Это не мой. Ладно, сейчас буду потрусить. Это что такое? Что это? Белое. Я надеюсь, что это йогурт. Он беленький, может, зубная паста. Я не знаю, что здесь можно было делать. Что это такое? Может, поэтому здесь нет такого хорошего освещения, потому что... Ну, не знаю, просто в прошлый раз мы не обращали внимания на такие мелкие детали. Какие-то кучеряшки. Ну, здесь ничего не лежало. Вот покажи, пожалуйста. Смотри, видишь? Я видно? Нет. Вот это вот что-то пятно какое-то. Вот, включаете здесь свет. И на улице включается. И здесь мы открываем, как и в прошлый раз, полностью окно в пол. С улицы открыть так нельзя. Только смотри.
И это, конечно же, балкон на все номера, которые на этом этаже. Завтра утром еще покажу. Это уже 2-й этаж, там такой балкон большой. И здесь можно еще ставни, кстати, закрыть. Ну, не знаю, мы даже не будем закрывать, нас все устраивает. И вид, конечно, тоже классный. Хотя нет, я так понимаю, что с этой стороны тоже можно открыть, поэтому мы будем закрывать окно на ночь. Я, конечно, понимаю, что отель бюджетный, но вот еще какие-то пятна на окне. Это потерто, это ладно. Здесь грязно, как будто кто-то харканул. Вот видите, как-то... Не знаю. Ну, в прошлый раз мы просто, наверное, не обращали внимания на такие детали. Да, отель дешевый, бюджетный. Вот еще чей-то волос. Это уже превращается в ревизор какой-то. Фу. Он прилип. И он не убирается. Ну, посмотрим, что здесь. Тоже какие-то пятна не отстираны. Я не знаю, как они это стирают. У них что-то такая настолько плохая машинка.